Привет! В этом видео я бы хотел показать, как можно сделать тот значок, который вы видели на превью, достаточно простым способом, без ручного моделирования, а только за счет использования изображений, то есть, которые будут у нас создавать в целом весь объем. Первоначально нам нужно иметь саму нашу вот иконку, наш значок. Ну, изначально он у меня вот выглядел вот таким вот образом. Ну да, примерно вот так вот выглядел. И как нам надо подготовить это все изображение? Нам надо взять его цвет, вот тот, который у нас есть. Затем нам надо бы взять его основную форму, то есть это по сути внешний контур, который я вот достаточно просто в иллюстраторе вот просто на внешний контур дважды кликаю и вот вытаскиваю. Затем нам нужна вот эта линейная часть, которая вокруг находится. Ну, это тоже достаточно просто все отделить. Я думаю, уроки по иллюстратору, в принципе, вы сможете найти. Мне главное показать, как это в блендере делается. Вот, мы, значит, берем вот такую вот отдельную линейную часть, которую мы из линейности выводим, ну, делаем ему expand. Вот. Чтобы сделать металлическую огранку вот эту. И затем нам надо, по сути, то же самое цветное изображение, только полностью белое, чтобы сделать внутренний бамп, который будет создавать как раз-таки весь объем. Значит, вот эти изображения нам надо, конечно же, сохранить. Форму мы экспортируем в SVG, а SVG мы тут немножко донастраиваем, ставим тут пятерку в этом пункте. Вот. Делаем Save, экспорт. Вот, и экспортировали вот нашу SVG. Она будет использоваться для создания формы значка. Вот. Затем мы берем вот это изображение, перетаскиваем его в Photoshop. Потом вот это. Ну, по сути, все вот эти три просто в Photoshop перетаскиваем. Сейчас я расскажу, какие настройки должны быть у самого фотошоповского файла. Я делаю 4000 на 4000. Обязательно нужен фон. Так, сейчас, секундочку. Вот. Обязательно нужен черный фон, потому что это будет, по сути, обозначать низ у нашего, ну, то есть нижние вершины, что ли, нижнюю часть самого нашего выдавливания, а белое это, наоборот, оно будет выдавливать как бы вверх его. Вот, нам нужен поэтому черный фон. Затем нам надо поставить 16 бит у изображения. Это вот у нас вот здесь 16 бит. Вот. И так, в принципе, все. Так, мы берем вот эти наши изображения, которые мы сюда закинули, и нам сейчас надо их будет настроить. Выравниваем их. Ну и давайте заскейлим это все дело. Ну, где-то вот до такого состояния. Я думаю, этого хватит. И потихоньку надо это все дело сохранить. Значит, сначала сохраняем просто наш цвет, Quick Export, как PNG. И сохраняем сюда, просто там наименовываем, например, color. Затем включаем уже черный фон. Тут нам надо сделать размытие по Гауссу. Так, фильтр, blur и размытие по Гауссу. Ну и где-то где-то даже 45, вот значение 45 нам хватит. Мы делаем ровно такой же экспорт в PNG, ну и называем bump. И включаем данное изображение, его мы тоже немножко размываем. Так, вот выбрали его, размываем по Гауссу, но только тут уже поменьше, может 15 или 20. Вот, взял 20, 20 хватит. Тоже делаю экспорт как PNG. Так, ну и назову его Metallic. Ну, как-то так, да. Это не суть важно. Затем, что нам надо сделать? Перемещаемся в Blender, создаем нашу стандартную сцену и делаем импорт нашей SVG формы, которая вот выглядит у нас вот так вот. Мы делаем сразу же Set Origin to Geometry, Shift-S и Selection to Cursor. Я включу здесь у нас add-on, чтобы вы увидели кнопки. Вот. Просто отцентровал. Затем S и 60 пишу, чтобы увеличить в 60 раз. Ну и повернул где-то вот так вот, да. Ну, может, выровняю по-нормальному.
Вот. Теперь надо это все конвертировать в mesh, это дело. Мы добавляем модификатор decimate и planar включаем, затем object convert to mesh. Вот, мы конвертировали в mesh это все дело. Потом давайте удалим вот этот вот материал, который нам по сути не нужен. Что мы делаем далее? Далее мы делаем extrude, ну, на нужную нам толщину где-то вот такой, я думаю, хватит. Ctrl-A, Scale. И затем Selection to Cursor. Нет. Set Origin to Geometry. И Selection to Cursor. Ну, просто, чтобы по центру это все дело выставить. Ну, и вот так вот я его как-то отцентрую. Вот. Дальше нам надо начинать уже как-то подготавливать материалы. И поэтому мы делаем новый материал. Называем его как-то Base или что-то типа этого. Вот. И затем переходим в шейдинг. Так вот разделю. И теперь нам надо бы все вот эти наши материалы сюда позакидывать. Просто перетащил. Так. Подключаю. Ctrl-T. Тут уже сразу все соединю. И давайте это понемножку настраивать. Так, что мы будем здесь делать? Нам надо развернуть это изображение. Мы ему сделаем Smart View Project. Это нам, в принципе, поможет быстро развернуть данный объект. Переходим в UV Editing. Все, в принципе, в сторону выносим. И сейчас нам надо только взять, первоначально добавить еще один материал. Сделать новый материал. Это будет все остальное помимо фронтального выдавливания. Металлик. Так, смотрим, где вперед у нас. Вперед это вот здесь, значит, нам надо Ctrl-I. Вот, выделил все остальное и Assign. Вот, пока что, чтобы оно нам не мешало. Затем что? Все, я вижу, что это вот эта сторона. И мне сейчас надо будет его просто развернуть. Зеркало по X. Теперь надо будет его выровнять. Так, ну вот что-то типа такого, да? Смотрим. Да, супер. Этому металлику я задам какой-то такой цвет и сразу же металлик выкручу. Roughness на 0,2 пусть будет. Окей. А нашему основному материалу я поставлю сразу же Subsurface чуть-чуть совсем. Вот так вот где-то. И поставлю что-то такое вот. Ну, что-то такое пока что. Потом будем смотреть, будет ли оно нам нужно. Если нет, то просто уберем. Так, здесь металлик поставлю пока на 0,3. Roughness на 0,2. Хорошо, это есть дело. Это есть. Возвращаемся в шейдинг. Теперь нам надо все остальное разместить ровно так же. Color пока что я оставлю, он нам пока что не нужен. Это дело я сразу же оттащу. Давайте сделаем сначала bump. Так, как мы это будем делать? Добавляем color рампу. Я ее продублирую, потому что она нам еще понадобится несколько раз. Вот, пока здесь оставлю. Так, давайте color к фактору. Затем мы возьмем, добавим bump и нормалку подключим к нормалке. Color к высоте. Так. Ну и тут можно пока что его уменьшить. Там до 0,2, например. Distance, в принципе, точка 0,1. Так, смотрим. Пока что нам этого хватит. Главное, чтобы оно вовнутрь уходило. Вот я вот так смотрю, вроде как вовнутрь. Даже немножечко вот так вот уменьшу. Немножко уменьшил я вот это дело. Затем мы добавим Noise Texture и к нему подключим еще раз наш мэппинг. Это чтобы мы сделали такие вот плавные, как будто бы перетекания на
на самом вот этом вот эмалировании, чтобы оно выглядело более реалистично. Так, надо добавить Mix RGB. Mix RGB. И здесь мы возьмем Add. Так, Add. И подключим фактор к цвету. Фактор к цвету. Сейчас посмотрим, что у нас там выходит. Так. Вот что-то такое, но это прям очень много. Я думаю, можно на 10 остановиться пока что, да? Может, если roughness добавим, будет чуть-чуть виднее. Ну, вот стало, да, чуть-чуть виднее, поэтому roughness, наверное, так вот поменьше. Ну, вот так, какие-то такие легкие перетекания есть. Даже еще бы чуть поменьше поставил. Тут, в принципе, вы можете регулировать так, как вам это будет нравится это дело. Хорошо. Хорошо, это у нас есть. Теперь подключаем color к color рампе. Вот здесь мы будем делать displacement уже. Добавляем ноду displacement. И коннектим ее сюда. Так. Так, нет, не к нормалке, надо к высоте. Mid-level сразу же ставим на 0. А scale, в принципе, пока что может уйти на 0.1. Нам сильное выдавливание не надо, и вот я вижу, что оно вовнутрь уходит. А нам надо наружное сделать выдавливание, поэтому мы просто color рампу сейчас поменяем местами, это должно помочь, да. Вот это нам помогло, но тут вот слишком острые края получились вот здесь. Поэтому, может, здесь 0.6. Здесь может быть чуть-чуть. Нет, это нам не сильно поможет. Давайте просто вот так вот подтащим. Буквально слегка даже вот. Scale. Вот тут с такими параметрами надо еще поиграться будет, в принципе. Так, 0.2. Смотрю. Пока, в принципе, мне это подходит. Я вспомнил то, что я добавляю здесь еще bevel, но добавляю его вручную. То есть мы, по сути, просто выделяем эти края и вот так вот вручную добавляем нам нужный bevel. Так как это значок, он, в принципе, никуда для анимации там не будет идти, я могу не экономить на полигонах, на производительности, поэтому я просто могу вот вручную добавить такое большое количество полигонов, просто чтобы оно выглядело нормально. Так, вот это дело у нас еще сейчас будет все решаться за счет того, что я заметил такую вещь, когда экспериментировал с этим всем. Так, вот тут я далеко ушел, давайте вернем. Сейчас заново сделаем, чтобы оно не пересекалось. Давайте даже как-то... Так, вот тут уже поехало, я вижу. Ага, давайте применим scale. Так, смотрим. Вот, в принципе, вот так вот, да? Shade Smooth. Значит, я когда это все дело экспериментировал с ним, я заметил то, что если взять и сделать внутренний инсет, то мы получим меньше артефактов. Вот сейчас давайте так, оп, сделали. И вот, как вы видите, они пропали, вот эти вот подтяжки. Вот. Поэтому давайте двигаться дальше. Что у нас есть? Мы видим то, что у нас тут черный такой ободок, и нам хотелось бы металлический. Что мы делаем? Мы делаем Principal BSD, копируем. Мы делаем Add Shader. Точнее, Mix Shader. Подключаем второй шейдер. Здесь в фактор ставим металлик сразу же, чтобы оно его как будто бы маской отделило. Вот. И вот мы видим то, что вот тут у нас белый цвет, тут у нас белый цвет, значит у нас маскирование произошло успешно. Что мы делаем? Металлик выкручиваем на максимум, roughness оставляем 0.2, subsurface мы на 0, и можно, в принципе, скопировать
с другого металлика, который у нас есть. Вот этот серый цвет, чтобы оно совпадало. Так, слот 1. Подключаем. Есть. Все, это дело есть. Смотрим, что у нас здесь получается. Можно, в принципе, попробовать вот эти острые края еще на выдавливании как-то поправить. Ну, вот мы видим то, что если мы вот уводим на color ramp, то оно становится как будто бы мягче. Вот, ну, пока я вот это дело вот так оставлю. Сейчас оно мне вот нравится именно таким образом, как оно выглядит. Так, смотрим, что еще. Ничего ли я не забыл? Здесь все мы настроили. Да. Scale, может, поставлю пока что на 0.1. Да, оно стало как будто бы даже немножко мягче. Мне кажется, так даже смотрится как-то получше. Так, это все дело у нас есть. Теперь, в принципе, мы можем взять и попробовать сделать вот этот металлик чуть-чуть более шероховатым, потому что, ну, не гоже то, что оно такое вот глянцевое. Поэтому мы добавим bump, noise texture, Ctrl-T. Так, и подключаем, собственно, color, точнее фактор. Фактор подключаем к высоте. И нормалку к нормалке. Смотрим, что у нас получается. Сразу же видим то, что тут какие-то у нас проблемы. Пробуем на объект. И вот, да, получилось супер, то, что нам надо. Ставлю большие значения, просто чтобы сделать его вот таким вот шероховатеньким. Детали можно, в принципе, на максимум выкрутить. А тут только нам надо будет сейчас взять и силу уменьшить где-то до 0.15. Distance. В принципе, можно то же самое значение, может даже поменьше. 0.01. Вот. Да, вот что-то такое. Теперь мы видим то, что оно шероховатое, при этом оно сильно в глаза нам не бросается. Мы это все дело скопируем. Copy. Base. И вставим сюда же. Paste. Так, где это у нас? Вот, даже 2 раза. Значит, подключаем теперь просто normal к нормалу. Смотрим, что у нас здесь получается спереди. Так. Ну да, я вижу то, что там тоже есть. Окей. Ничего не забыл. Roughness. Все вот это дело у нас есть, существует и благополучно выглядит. Значит, теперь что мы делаем дальше? Теперь нам надо добавить на наш объект, чтобы он правильно на нем отображался displacement, нам надо добавить ему больше полигонов. Но так как я сказал, что мы вручную это делать не будем, мы это сделаем с помощью модификаторов. Сначала мы добавим triangulate, ничего в нем абсолютно не меняем, и добавляем subdivision surface. Сейчас оно прогрузится. Вот, есть. Затем cycles. Ставлю сразу GPU и experimental. Так, сразу поставлю тоже в color management, поставлю medium high contrast или даже high contrast. Вот, сэмплики. Ну, 200 будет. Это все дело у нас. Теперь нам надо вернуться сюда, поставить simple, adaptive subdivision и 0.8. Так, и здесь же нам надо зайти в subdivision и тоже поставить 0.8. Вот так вот. Теперь что мы сделаем? Мы возьмем... Я просто уже, чтобы мы, по сути, уже все сделали, просто хочу, чтобы мы добавили камеру и это все дело проверили, как оно у нас выглядит. Да? Так. Ну, отдались как-то. Вот так. Ну и возьму. Как-то вот так вот поверну. Вот эту историю. Затем добавлю. Просто для красоты уже какое-то дополнительное освещение. Что-то такое.
10 пусть пока и стоит. И теперь HDRI карту. Собственно, environment текстура. Подсоединяем, open. Так. Давайте вот эту. Сразу на 120 повернусь. И сейчас я это все отрендерю. Вот, пока поставлю на паузу. Так, и вот, в принципе, то, что мы получили в конце. Наш полноценный значок, который у нас хорошо сделался. Ну, вот эти вот детали, грани металлических, в принципе, как я и говорил, можно делать не такими плавными. И сейчас я одну маленькую деталь такую покажу, которая, в принципе, вам в будущем еще поможет сделать иконку, точнее, вот этот значок более разнообразным. Так, возвращаемся в объект. Выделяю это все. Ну, первоначально, наверное, даже уменьшу границу этого всего. Где-то вот так вот пусть будет. Да. Вот что-то вот такое вот. В принципе, мне это нравится. Вот, и, например, если мы хотим сделать полностью эту иконку, опять оговариваюсь, этот значок более каким-то, ну, иметь другой какой-то материал, там, например, только золотой, мы это тоже можем достаточно просто сделать. Так, сейчас. Вот, как мы можем это сделать? Например, мы здесь сразу же сюда возьмем, например, мы хотим сделать его золотистым. Что для этого надо сделать? Надо металлик полностью на 1 выставить. Так, тут давайте уберем белый. Давайте его уберем просто, ставим черный. Так, ну и какой-то, может быть, ну вот такой вот цвет. Да, непонятно, что это за материал, но, допустим, мы хотим сделать вот таким вот материалом, но, вот, судя по всему, надо еще один добавить. Да. Ну, тогда разделение, конечно, не особо видно. Давайте, может, как-то... Ну да ладно, предположим, что у нас просто это без каких-либо цветовых градаций, да? Что-то... Так... Что-то вот такое, да? Без цветовых каких-то градаций у нас это все. И затем здесь, чем удобен этот метод, то, что мы можем и менять сам вот этот вот железную вот эту обводку, тоже ее можем менять на другой материал, просто поменяв здесь цвет. Ну и, соответственно, надо то же самое сделать и на втором материале, на металлическом. Да, вот так вот. Ну вот. И у нас получилось тоже вот такой вот значок, который я, соответственно, тоже сейчас отрендерю. Я даже, чтобы было более видно, поверну его немножко вот так вот. И еще, наверное, стоит тогда в этом материале отключить вот эту вот плавность, потому что она наверное, не будет естественной для металлика. Поэтому мы просто color подсоединим к высоте напрямую. Вот, да, вот так вот. И опять же таки я рендерю и ставлю на паузу. Так, и вот в принципе вот такие вот результаты у нас вышли с нашим металликом. Ну и, конечно же, стоит подчеркнуть, что очень многое зависит от освещения, которое вы выставили. Поэтому я думаю, что это все может выглядеть даже намного лучше и еще реалистичнее, если вы еще повозитесь с освещением. Вот. То есть такой вот замечательный результат у нас достаточно простым методом уже есть. И значит, давайте еще раз быстренько пройдусь по тому, какие основные 3 параметра есть, которые влияют на нашу геометрию, просто чтобы еще раз это зафиксировать. Значит, у нас есть displacement, в котором мы двигаем scale, и он нам помогает делать выдавливание чуть выше, чуть ниже. Затем вот эта color рампа от металлика, она нам помогает делать вот эту границу или более размытой, точнее более мягкой, или же более такой вот острой. Вот. Затем, что у нас есть? Так, что у нас еще по геометрии такого есть? Есть у нас еще bump. Bump, который находится в normal карте здесь подсоединен. Он нам помогает делать внутреннее такое выдавливание, которое мы можем регулировать за счет силы, дистанции и, в принципе, вот этими ползунками тоже. Вот.
А так, в принципе, на этом все. Вот. Чем смог, тем помог. Все, хотел бы попрощаться. Всем пока.